Первый раз слово «холодная пайка» я упомянул в видео, где снимал ремонт, связанный с тем, что тюнер не видел пульт. Вот это видео, если кому интересно, можно будет посмотреть. Потому что, я думаю, частенько бывает такое, что не работает пульт. Вроде бы как не работает пульт, а оказывается, что это дефект вообще не связан с пультом. Но сейчас речь не о том. Просто в том ремонте я столкнулся с таким дефектом, как холодная пайка. И обещал об этом рассказать. И вот это видео как раз и будет посвящено вот этой проблеме. Дефектом в том тюнере был в том, что не работал пульт дистанционного управления. Но, как я сказал, что оказалось там другое. Я думал, сначала не работает датчик, а оказалось все намного проще. Просто там была холодная пайка. Если присмотреться, бывает даже видно невооруженным глазом. Ну, а если присмотреться в лупу, то там это все было хорошо видно. И, допустим, вот я сейчас увеличу это место. Смотрите, какой дефект. Как хорошо видно, это место не пропая. Точнее, оно сначала было пропаяно. Ну, так как это была холодная пайка, то оно потом в конечном итоге, трещина появлялась все больше и больше. И дефект начал проявляться. В конечном итоге перестал работать пульт. Вот я еще подобрал одну плату, где также присутствует холодная пайка. Сейчас я пошевелю деталь с обратной стороны. Смотрим, ножка туда-сюда шатается. Это значит, уже контакт будет нарушен. Он будет то появляться, то исчезать, или вообще исчезнет. Так как со временем пайка окисляется, там появляется оксидная пленка, которая плохо проводит сигнал, и будет проявляться этот дефект. И давайте попробуем разобраться, что такое холодная пайка. Не путайте с холодной сваркой. Холодная пайка — это дефект, допущенный при производстве. Значит, не были соблюдены какие-то техпроцессы. Допустим, не была правильно выставлена температура пайки. Давайте посмотрим, что об этом говорит Википедия. Холодная пайка — это дефект, при котором не образуется прочное паяльное соединение надежного электрического контакта. Холодные соединения имеют характерную зернистую структуру и тускло-серый цвет. Вызываются недостаточной температурой при пайке, недостаточной адгезией паяемых поверхностей, вызываемой недостаточным качеством применяемым флюса, плохой зачисткой паянных мест, смещением паяемых элементов в процессе охлаждения. Холодная пайка возникает при температурах в пределах 183-220 градусов Цельсия. При этих температурах припой размягчается, оплавляется, но не расплавляется. Диффузия металлов не происходит на достаточном уровне, поэтому прочность соединений при холодной пайке очень низкая. Вот что написано в Википедии. И как этот дефект устраняется. Устраняется он очень легко. Просто нужно просмотреть эти платы и вручную взять паяльник и хорошо их пропаять, используя нормальный флюс или канифоль, а также желательно низкотемпературный припой. Раньше такие изделия ОТК не пропускал. И кто помнит старые юные техники, магазины, где свозили с радиозаводов платы, которые не прошли проверку, там очень много было таких плат, где места с холодной пайкой. Студенты их, как правило, и радиолюбители выкупали. И радиоаппаратура очень легко восстанавливалась. Это не составляло труда. Поэтому так же самое сейчас. Если вам попались изделия с такими дефектами, просто нужно просмотреть плату и это все устранить. Дефекты эти возникают не только на элементах с длинными выводами, такими как конденсаторы, там, транзисторы. Ну, они бывают возникают и на SMD деталях. Вот, допустим, примеры. Также это можно видеть на BGA микросхемах, где плохо пропаялись шары. Вот смотрите, как под микросхемой. И этот дефект будет проявляться со временем, а также с прогревом. Деталь нагревается, расширяется, и контакты где-то нарушаются. Такое часто происходит в компьютере. Допустим, начинают сыпать артефакты на экране компьютера, или он просто зависает. Такой дефект устраняется прогревом с хорошими флюсами, посадить деталь на место. Но, конечно, если это не микротрещина где-то в какой-то из дорожек.
а именно шары отошли, такое восстановить очень легко. Да, приглашаю всех на свой телеграм-канал. Кто не знает об этом, перейдете по ссылке, посмотрите. Там при телеграм-канале есть чат, где можно не только как бы читать то, что я выставляю, но и самому участвовать. Там очень часто возникают дискуссии на различные темы. Кто-то просит какой-то помощи, кто-то наоборот рассказывает о своих поделках. Это все там дружно обсуждается. Так что кому интересно, зайдете, подпишитесь и также будете участвовать. Надеюсь, что видео понравилось и с вас лайк, чтобы видео продвигалось и его увидело как можно больше людей. С меня